Здравствуй, мой дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И вчера у нас, собственно, прям вот ночью я такой сижу, и выходит обновление 0.4.2 на Vampire Survivors. И я такой думаю, а зайду чуть-чуть потыкаюсь, думаю, и чуть-чуть перетыкался. Но, значит, что добавили в обновлении, мы с тобой сегодня будем смотреть. Я открыл деда. Деда я не особо понял условия его выдачи, но я прошел бонусный стейдж, вот этот вот. И мне дали этого деда, собственно. Я такой, окей, я рад. Также в игру добавили эволюцию на Runtracer. Теперь эта штука делает фейерверки, когда тыкается в поверхности. В игру добавили новый уровень, помимо, да, нового персонажа. Ну, у деда тележка еще, кстати, из нового оружия. У деда, вот у этого деда тележка. Вот, и добавили новый уровень, на котором была зеленая стрелочка, и я такой очень долго думал, а нужно ли вам показывать, как я к ней иду. Проще рассказать, что там. Там, значит, колба какая-то, которая открывает Harry мод, типа сокращающий таймлимит до 15 минут, а в случае с бонусным уровнем вообще до 7:30. Вот, и все прямо становится хорошо, не знаю, если ты хочешь побыстрее все это дело пройти, то как бы, ну да, включай. Так вот, мы сегодня с тобой берем, значит, деда Рамбда, Бянка Рамда. Значит, берем деда и идем на новую, что правильно, карту. Идем изучать новую карту. Тут у нас есть, значит, что? Продолжительность действия и скорость. Значит, дед делает очень странную тележку. Давай. Вот такую вот. Как вот прям, чтоб правильно с ней работать, я вообще не понимаю. Но в принципе, штука довольно-таки неплохая, мне кажется, особенно в какой-нибудь библиотеке. Мы с тобой возьмем сегодня обязательно Runtracer. Мы будем смотреть, как он вообще работает и куда. Новый, так сказать, апгрейднутый. Вот. Что мы еще сегодня с тобой будем смотреть. Урона, к слову, у тележки максимально прокачанная. Вчера так, быстро глянул, чтобы вообще понимать, зачем оно все вот это нужно. И нужно ли оно в принципе. Или подожду-ка я там 10 тысяч лет следующего апдейта. И уже как-нибудь там посмотрим. Так, но урона у нее, если не прям как у этой, у тележки с молочного завода, она, по-моему, 200 с чем-то носит, то около того, она там около 130, в размерах она даже, по-моему, чуть больше по итогу становится, чем, собственно, тележка с молочного завода. И это, по-моему, самое вообще крутое, что есть, что существует. Пойдем, наверное, за продлеватором. Я вот просто думаю, хочу ли я прямо сейчас идти за продлеватором. О, берем броню сразу, прямо так вот. Чтобы вот без лишних этих. Давай, поехали. Па-па-па-па-пау. Тележка очень забавное оружие. Типа, казалось бы, да, она, по сути, тот же наверное, та же песнь маны. Просто, типа, в другой плоскости. Но она довольно так резко и стремительно добавляет, как бы, новую механику, новый паттерн, да, твоего поведения в сражениях с мобами. И это добавляет какой-то изюминки. С этим делом прям становится интересно. Также, не знаю, меня уже давным-давно терзает мысль о том, а почему бы, собственно, не посмотреть 6-й уровень, он
теперь, может, что-то дает или нет. Поэтому мы не пойдем вниз за вот этой штучкой. Мы будем ее брать с этого. Тут 6 уровень потом. Чтобы взять, мы сейчас возьмем эту с левелапов. И потом, ну, как бы... Может, я пытался что-то почитать по этой информации, но какая-то крайне противоречивая информация. Максимально противоречивая, ничего толком не понятно. Сколько людей, столько и мнений. Все говорят вообще абсолютно какие-то разные рандомные вещи. И ты не понимаешь, чему из этого можно верить, чему нужно верить. И зачем оно вообще вот это все. Ну, уже, смотри, уже по полтиннику доносят. Уже неплохо. Какие-то змеюки. На превью, кстати, на превью этого уровня есть довольно любопытные змеи, которые прям вот, ну не знаю, я не помню откуда они, но мне кажется, что я их где-то видел, да. Я тебе их покажу в конце видео, а ты в комментариях мне напиши, откуда они. Потому что они выглядят так, будто бы вот, ну, вот это прямая отсылка к чему-то, а к чему я не помню, меня это бесит. Знаешь, это вот что-то на языке вертится. Причем, что на самом уровне эти змеи выглядят не так, как там. Хотя, может быть, мне показалось. Что вчера обновление вышло там что-то ближе к 12, а у спадки уже хотелось идти. И что-то как-то я такой думаю, ну, как бы не хочу я вот это вот все смотреть. А вот, да, заклинатель. Вот он, собственно. Не вижу смысла нам с тобой сейчас уходить куда-то отсюда. Да. Потому что, почему? Потому что все классно. Кстати, помимо кучи новых мобов, да, на этом уровне, у них новые красивые модельки, ну, я не беру вот этих вот скелетов условных, но, типа, довольно много новых мобов добавилось. И... Это что было? А что? Я не понял. Я думал, если они меня кусают, они плодятся. А вроде нет. Непонятно. Что это было такое? Кто понял, тот понял. Скажите мне, потому что я не понял. Это ужасно. Вот, да, там не считая вот этих вот дефолтных скелетов, мы имеем новенькие черепа, так сказать. Завезли, новая партия, еще никто даже не надкусывал. И у нас тут левелап магнитосфер подъехал. Конечно, приятно, но мне кажется, что у меня как-то мало урона. А почему мне так кажется? Ну, вроде все не так уж и плохо. Так, слышь, вампир, куда побежал? Сейчас мы будем показывать тебе, как правильно переезжать людей тележками. Понял? Ну вот, запомни. Также мне интересно еще стало, а тележка, вот если я не успею, да, в любом случае, мне не дадут сейчас проверить. Если я ухожу за пределы экрана, продолжает ли тележка ездить? Вот что мне интересно, собственно. Потому что, как бы, если да, то это любопытно. Но если она вот это вот делает свое бубух и взрывается, то это грустно очень. Очень-очень грустно. Но сама по себе тележка прям, ну, мне заезжает. Вот мне кажется, что она достаточно, да, для того, чтобы показать себя как что-то новое. Вот. Тем временем же, допустим, эволюция рунтрейсера для меня была, ну, типа прикольно, да, теперь есть смысл там подбирать броню, если ты хочешь вольвить пушки, все дела, но по факту, как бы, не знаю, она просто добавляет фейерверки.
фейерверки в рунтрейсер. Ну да, типа он теперь каждый раз, когда отталкивается там, да, рунтрейсер с эволюцией, он такой небольшой взрыв происходит, и такой салютик падает. Порой, кстати, там очень странно ведет себя матрица цветов, вот в этом самом месте, куда он влезает. Я не понимаю, они невидимые, типа, или что? Или они исчезают, а потом появляются? Очень сложно. Очень сложно и ничего не понятно. Так. Внимание, вопрос. Хочу ли я сейчас подбирать сундук? Не хочу, мы просто вокруг него походим. Что-то как-то все вообще печально в плане сундуков у нас. Бля, ну это вообще крысятничество. Теперь, когда я увидел, значит, что умеют эти скелеты, они вроде как просто исчезают. Теперь мне, ну, возможно, конечно, это не правда. И на самом деле работает оно совсем не так, как я думаю, но... Сука. Но есть, значит, на этой карте босс. Ну, мантикора, прям таки мантикора. И встречалась она мне дважды. И у меня было вот прям такое недоумение, потому что в один момент она просто оказывалась внутри меня, когда я стоял. При этом ее как бы до этого даже на горизонте не наблюдалось. Вот, и поэтому я вот думаю, а что если эта тварюга умеет делать так же, как и скелеты? Она просто исчезает, потом появляется. Вообще это просто фишка местных мобов. У них тут большинство умеет делать так. Если да, то это, ну, либо очень круто, либо это вообще лють, и мне конец. С другой-то стороны, мы с тобой знаем, что, ну, как бы, если у тебя в этой игре есть книга, то ты победитель. Ты пройдешь уровень. Кстати, еще помимо вот этой, ну, классической красной смерти, которая приходит убивать тебя в конце, а зеленой смертушки, которая непонятно вообще по какому паттерну появляется, но если сбить ее тележкой на молочном заводе, она роняет из себя сундук. Вот. Появилась теперь еще и синяя смерть, которая говорит тебе: братик, ты должен идти вперед, иначе я тебя сейчас догоню и тебе попу помою. И она реально моет. Там у нее какой-то свой собственный гаремник из драконов, вот таких вот. И какая-то синяя обводка повсюду, и она такая ходит вообще важно-вальяжно. Извините меня, я как бы не понимаю таких вот этих вот мувов в исполнении. Кстати. Было написано у деда, по-моему, в ачивке, чтобы его открыть, вот у этого, собственно, деда, что-то там нужно, что-то вроде 3000 молочных духов. Да, в ачивке у него написано: уничтожьте 3000 молочных элементалей. Открылся он мне после полного прохождения бонусного уровня, поэтому, возможно, да, под молочными элементалями вот они подразумеваются. Он похож, как будто он сделан из молока, к слову. Я вот раньше не задумывался над этим, между прочим. А ведь на самом деле это похож. Слушай, а что мы хотим в последние 2 слота с тобой взять? Не, ну, идеальный вариант, конечно же, кость, которая, конечно же, нам не упадет. Да? Топоры можно взять, потому что пассивка деда увеличивает число проджектайлов. Вот. И тогда взять еще и дупликатор. Попытаться найти, да? Ну вот мы берем, получается, топоры, дупликатор. А последний слот... Последний слот, вот не знаю. Последний слот мы с тобой подумаем. Было бы очень круто найти кость в последний слот. Я вот бы прям вообще кайфанул бы.
Слушай, а что у нас там книгу? Два уровня книги нужно найти и эволюционировать. Потому что это все, конечно, прекрасно, но очень сильно хочется, как бы, чтобы уже что-то наконец эволюционировать. Слушай, пошли. Вот они хотят, чтобы я заэволвил книжку. Смотри, как их много. Давай, плюй. Они сейчас сами умрут, ну плюнь в тележку-то. Нету книжки, но есть дупликатор, что уже неплохо. К слову, количество тележек, вот, типа, это персонаж, у которого пассивка, как у Матрачо и Панды, а при этом его собственное оружие не работает, как бы, да, с вот этими их приколами. Блин, ну с другой стороны вообще, вот, а что если, вот, как влажную мечту, да, все, нашел. Все отменить влажную мечту, я иду за сундуком. И я думал, ну, типа, смотри, какая влажная мечта, что ты берешь, подбираешь этот и идешь нахуй. Подбираешь сундук, он оказывается золотым, тебе там выпадает 5 недостающих уровней артефакта, и он эволюционирует 4 недостающих уровня артефакта, и 5-й дроп это эвольф этого артефакта, и все, и ты такой сидишь просто как царь и кайфуешь. Но, как ты видишь, чудеса это дело такое, скажем так. Должны быть своевременными. Так, ну все, давай телега переезжать. Тут у нас что? Тут ну, мы можем подобрать прямо сейчас, в надежде эволюционировать опять же книгу, потому что, ну, хочется. Хочется, чтобы она была эволюционировавшая, потому что, ну, а зачем она мне не эволюционирует? Когда эволюционировала, у нее уже нет вот этих приколов там с остановками. Она просто все время крутится. Давай. Полетела. Все, и урона, по-моему, у нее побольше, к слову. Остается пойти взять тот самый, перчатку берсерка, ну, либо лутануть ее, кстати. И вообще горе не знать, просто ходить. Она будет с настолько бешеной скоростью крутиться, что, ну, извините меня, там уже все. Я раньше думал, что перчатка не работает на книгу. Ну, потому что, почему она должна, в принципе, на нее работать. Но потом, как-то раз, я сидел и решил в слоумо посмотреть, собственно, момент того, как я эту книгу подбираю. И знаешь, что... Ну, как я играю книгой с брайсером вместе. И знаешь, что? Это реально быстрее. Прям максимально. Это очень круто. Я считаю, что, ну, как бы, такие моментики очень важны. Поэтому мы возьмем брайсер, чтобы быть более классными. Чтобы всех тут победить. Подожди, ну, топор и святая вода, вот оно. Вот они, недостающие ингредиенты, так сказать. Хочу святую воду. Ну вот со святой водой так тем более вообще нужно идти за брейсером, потому что брейсер очень сильно улучшает святую воду, апгрейжена. Она начинает перемещаться с просто какой-то неимоверной скоростью, типа там, казалось бы, 50%, но по ощущениям она перемещается там в 10 раз быстрее. Ну ладно, может не в 10, но типа в 2 точно. И ты такой смотришь и думаешь, типа, а это точно вот то самое? Точно ли это были 50%? Потому что реально скорость перемещения этих, она, ну, может быть, мне так кажется, может быть, это, мне не кажется, и это баг, но выглядит как прям вот заявка на то, что брейсер самая нужная вещь в случае, если ты подбираешь эту банку святой воды. Осталось нам с тобой найти, во-первых, топор, а во-вторых, что? Подожди. Так, это у нас сюда, да, сюда,
канделябр, топор. А, у нас останется еще один слот. Хочу ли я вообще, в принципе, что-то кроме брейсера? Типа... Непонятно. А, ну, наверное... Наверное, пустой том, потому что, ну, как бы, книга-то без КД, и хрен бы с ней, а на всем остальном КД есть. Да, мы будем сейчас искать пустой том, и где-то на 15-й минуте пойдем за брейсером. Ну, пустой том и топоры, и где-то, да, на 15-й пойдем подбирать брейсер. Нас интересуют либо топоры, либо этот... Ой, скажи мне, скажу. Либо кость. Ну, кость прям там настолько маленькие шансы на выпадение кости, что просто, типа, забей. Это, типа, Unreal. Хотя один раз мне она выпала, но это был последний слот, в котором мне нужен был другой какой-то предмет. И мне стало так грустно, я такой, типа, вот все то время, когда я тебя искал, тебя не было нигде, и тут, когда ты нахрен вообще не сдалась, ты появляешься, это грустно. Ну, там реально какой-то очень ультра маленький процент, типа, там, что-то 5%, когда у остальных предметов, ну, нормальный шанс относительно друг друга. Может, не 5, по-моему, даже меньше, чем 5. Но это как бы не суть важно. Суть в том, что ты ее, блин, хрен достанешь просто из этих шансов миниатюрных. Так, что у нас? У нас нужно бы залутать еще один уровень для того... Для чего? Посмотри, какая гигателега. Кстати, я, когда первый раз тестировал дедулю, я что-то не додумался накатить канделябр на весь его этот приколдес. И в принципе, даже, ну, если мы сейчас дойдем до момента, где к нам внутрь нашего круга этого защитного проходит хоть кто-то, то знаешь, что будет? То, в принципе, гигателегами мы его как бы и одолеем. Плюс полетели рунтрейсеры. Я говорю, нам нужен сейчас пустой том и топоры. И мне кажется, что это будет просто похоронная вообще тема. Этот пустой том с топорами. Так, берем магнит усиленный и вообще делаем качественный контент. Нет. Соблазн, конечно, велик не идти за брейсером в итоге, но хочется собрать что-то, ну, поинтереснее. Да, справедливо же, справедливо. Вот, смотри, оно делает фейерверки. Я не очень сильно понимаю, зачем. А, кстати, если тут наступить на вот эту вот штучку, то вылезут взрывоопасные подсвечники. Довольно странное решение, учитывая то, что они, ну, какие-то прям вообще беспомощные, там, с одного удара начинают взрываться, почему какая-то цепная реакция порой происходит. Ты вообще не понимаешь, типа, зачем они нужны. Вот, топоры, берем топоры. Да потому что у топоров у меня вечная проблема, мне хочется больше проджектайлов. Я не уверен, что количество проджектайлов топора можно увеличить. Но я на это надеюсь. Я просто оптимист. Так, что нам нужно улучшить? Нужно кольцо. Кольцо, которое не дают, собственно, нужно улучшить. А пойдем сейчас улучшать, видимо, кольцо, которые не дают. Что, реально, рофлить, что ли? Дайте кольцо прокачать. Дайте мне кольцо. О, кольцо. Так, опыт. Очень много опыта. Понеслась. Что, вот такое? Во. Я не увидел, было ли там кольцо. Вот кольцо. Вот кольцо. Все отлично. Идем за сундуком.
Ну, как бы, даже если было, то это не важно, потому что мы его в итоге все равно апнули, но и нашли том. Теперь у нас будет больше тележек, у нас будет больше рунтрейсеров. Ну и сократим заодно КД на топоры, потому что на топорах КД реально какое-то бешеное. Типа, я не понимаю вообще, почему на топорах апгрейднутых такой гигантский кулдаун. В принципе, мы можем выдвигаться, идти за этим, за брейсером. Или проверить 6 уровень. Нужно ли оно мне? Пойдем проверим. Идем проверять 6 уровень. А потом идем за брейсером. Как только мы лутанем брейсер, я думаю, что все станет прям вообще сочно. Сочно, красиво. Так, топоры. Что у нас еще тут? Ну, святую воду. Покладываем святую воду. У нас больше ничего не будет выпадать, кроме святой воды и пустого тома. Тогда я бы, наверное, сначала вложился полностью в пустой том. Вот так. И только после этого бы вкладывался в святую воду, потому что, ну, как бы, на текущий момент, если выпадет сундук, то эволюционировать мы будем этот топор. Уже есть. Уже есть что, уже есть куда, уже можем эволюционировать топор. А вот эволюционировать эту штучку пока как бы и не надо, но кулдауны понизить хотелось бы. Вот он, кстати, сундук. Сундук сам к нам пришел. Сундуки сами сюда приходят, я как бы их даже не прошу. А ну-ка. Что у нас сегодня на повестке дня? У нас сегодня на повестке дня коса жнеца. Да. Так. И началась какая-то канитель с тем, что я как будто бы замедляюсь. Это очень сильно напрягает. Мне кажется, наверное, это какая-нибудь проблема из-за количества мобов. С другой стороны, болванчиков в прошлый раз было гораздо больше, чем вампиров сейчас. И они меня не замедляли. Но вампиры более жирные. Может, существует все-таки какая-то коллизия персонажей, я типа с ними сталкиваюсь. Не, ну коллизия у него в любом случае есть, но я в том смысле, что я как бы сталкиваюсь с ними книгами своими, и так как книги их не убивают, начинается толкучка. Может, вот так это как-то работает. Я не знаю. Ну, по крайней мере, надеюсь, что, наверное, да. Так, и вот мы с тобой выкачали все на максимум. Сейчас мы идем за нашим 6 уровнем заклинателя и смотрим вообще, а изменится ли что-то. Вообще, вот, честно, по-хорошему, хотелось бы осознать это, знаешь, каким путем. Наверное, перед тем, как его подобрать, я остановлюсь, увижу падающую куда-нибудь банку, склянку, смотри, 1, 2, 3, 4, туда упала еще одна. Ладно, мы просто вот что, я сейчас постою, если я сейчас не буду замечать каких-то очевидных вещей, они падают в одни и те же места, я понял. Ну, в принципе, почему бы и нет, пусть будет, даже если он ничего не делает, то прикольно. И если что-то делает, то вдвойне прикольно, потому что в таком случае в одно место по ощущениям будут успевать ложиться там не 2 банки, а, 3 и все. Мы же могли... Ой, я дурак. Слушай, ну, по-моему, там у нас 20%, 2 уровня прокачки в этом, в усилениях, и тут оно дает 50, то есть это 70, то есть, а у нас 80. Если в усилениях у нас больше, чем
20% мы получаем, а допустим 30%, тогда эта штука ни на что не влияет. Но если в усилениях мы подбираем как бы всего лишь 20%, то тогда, друг мой, это будет означать, что эти штуки не бесполезны, что уровень брать стоит, хоть он и, ну, вроде бы никак не отображается, но цифры будут показывать обратное. Конечно же. Цифры нам докажут, что все как бы хорошо, потому что, я думаю, что, как бы, да. Тем более, что выглядит все это... Ой-ой-ой, это был босс. Как он быстро умер. Я на этой карте вот играю второй раз, и второй раз я постоянно не замечаю боссов. Они тут как-то вот появляются и очень быстро умирают. Они тут как будто не такие плотные, что ли, я не понимаю. В общем, в итоге, вчера, когда я, ну, сначала ее открыл, и потом такой думаю, так, ну, пойдем потестим, что там да к чему, посмотрим. Я зашел, я 4 раза, пока шел за брейсером, спустя там, не знаю, 2 клетки уже пройденных, ну, в смысле, 2 клетки карты, да, типа, замечал, что сундук где-то там позади, и я убил босса, и это было настолько, типа, незаметно и неочевидно, что я такой, типа, ну, ладно, вернусь за сундуком, типа, так сказать, деньги лишними не бывают, спасибо за сундучабры. Вот, и очень как-то непонятно все на текущий момент на этой карте. С другой стороны, как бы, да, может быть, я просто уже нажрался, принасытился механикой в Vampire Survivors, но в любом случае что-то новое добавили, это очень приятно. Наверное, я бы хотел, ну, добавление какого-то, не знаю, иного механически иного оружия, либо добавление какого-то тир-3 эволюции, как писал человечек в комментариях. Хотел бы скрестить попуга с дробовиком в этом апдейте. Вот это было бы еще круче. Ну, будем надеяться, что в следующем обновлении автор выкатит нам какую-нибудь чудесную штуку, типа, я не знаю, паровозика, на который можно будет запрыгивать и кататься по карте, убивая все живое. Кстати, наверное, было бы любопытно, ну, допустим, чтобы, не знаю, чтобы вот в конце пробега, да, там, когда ты уже все собрал, все свои нужные, да, там, задачи выполнил, и просто, по сути, стоишь, фармишь золотишко, чтобы ты его фармил как-то интересно. Мне кажется, тут, вот, да, реально одна змеюка была большой. Вот, чтобы можно было сесть, допустим, на паровозик и сделать просто карту не из, там, 2-3 паттернов, а из, ну, большего количества паттернов, и при этом, чтобы она еще желательно, не знаю, как-нибудь рандомно генерила какие-нибудь забавные ситуации. Просто покататься уже на этом поезде, поездить по этой карте, смотреть, как все красиво, как красиво на этом фоне умирают мобы, и как красиво ты лутаешь золотишко на фоне этого всего. Потому что, ну вот, типа, рисовка этого уровня, к слову, рисовка вот этого конкретного уровня уже прям, ну, хорошая. Прям вот ты смотришь и такой, йоу, чувак, ну, типа, не зря делал. Там крутая анимация на заднем плане, да, нужно какой-то там круговорот, что-то там туда-сюда. Типа, мне кажется, что, ну, не знаю, либо он нанял художника, либо свой скилл поднял сам, но в любом случае с таким уровнем, мне кажется, уже можно попытаться что-то прикольное нарисовать. Можно добавить какие-нибудь пасхалочки, секретики в эти уровни. Это было бы вообще красиво, потому что да, веселый таймкиллер, но типа каждый раз ты ждешь, что у тебя появится как-то большая цель. И каждый раз ты видишь что-то новое, но ну, ты такой, типа, ну я ждал чуть другого. Вот я ждал, примерно, чуть другого. Так,
Мы почти дошли до брейсера. Может быть, ребаланса предметов, либо добавление новых, вот реально каких-то концептуально других, потому что на текущий момент, в принципе, ты можешь собрать любую херобору и победить. Но кардинальная тактика твоя, да, собственно, игры с учетом, да, так сказать, подобранной хероборы, она не меняется, типа, особенно если ты просто в этот сетап добавляешь книжку. Если ты в этот сетап добавляешь книгу, то, ну, как бы все. Типа, это победа. Книга в сетапе просто не дает оппонентам к тебе подойти. Если кто-то и подходит, да, там, когда-нибудь очень редко, то, ну, это какой-нибудь, типа, случайный случай, который ну, вот один там на миллион, я не знаю. Нет, ну еще боссы могут как бы просачиваться сквозь это все дело. Но опять же, такое. Как бы он просочился через это все дело, но споткнулся об топоры миллиона рунтрейсеров, которые случайно выстрелили ему в лицо, и 5 лежащих одна в одной луже этого святой воды, и просто чувак наступил и стоит. Он, кстати, уже близко, уже стрелочка двигается. Вот, ты видел, там сундук только что на карте. Вот когда я убил босса, вот ты заметил, когда я убил босса? Потому что я нет. Вот это был босс. Как я должен был понять, что это был босс? Ну, типа, чё, какого хера? Вот эта карта мне не нравится. Тут непонятно, где босс. Вот просто я иду, и мне непонятно, что это босс, блядь. Типа, ты такой идешь, и вот вроде как бы, это босс? Ну, думаешь, нет, обычный моб. А потом оказывается босс. Как проблема пухляшка на молочном заводе. Там есть мобы такие, пухляши в доспехах. Такие зеленовато-желтые. И вот они выходят все одновременно, и с ними выходит их босс. Такой тоже желтовато-зеленый чувачочек в броне. И вот ты пока осознаешь, что вот это другой на самом деле чел, ты такой типа, а почему? А у него просто моделька на чуть-чуть больше. Вот они, сука, мантикоры, смотри. И вчера на меня напала их мать, не знаю, мать, дед, кто-то. Но взялась она просто откуда-то из воздуха, прям вот внутри меня сразу. Причем дважды. Причем в первый раз я как бы не среагировал. И я такой, типа, чё, какого хрена, что меня убило? Потом, ну, как бы, тирамису прокает, я воскрешаюсь и такой, типа, ах ты, сука, а вот она, ты где стоишь. А второй раз я среагировал, но я не выкупил вообще, как эта дрянь появилась внутри меня. Типа, для меня это было что-то, типа, а? Что? Ты чего тут делаешь, разбийница? Мне кажется, либо они реально становятся, ну, типа, умеют уходить в невидимость или что-то вроде того. Ну, либо я дурачок, у меня реально какие-то проблемы с реакцией. Посмотри, как будто там матрицу разбили. Вот об этом я тебе говорил. Очень прикольный эффект. Вот, кажется, фейерверк, а потом такой, опа, и там битые матрицы. Повсюду просто. Прикольно. Всем хорошо, и все хорошо. Так, а где мать? Мать где? Говорите. Сюда, о-ля. Ля, пошли. Мне дико нравятся подобные вот подобные волны в Vampire Survivors, потому что они очень прикольные, приятно прилетают тебе в лицо. Вот она, синяя смерть, которая какой-то барьерчик тянет за собой. И ее нельзя убить, да? Она всегда на определенном расстоянии от меня. Кстати, вот он, какой-то босс-краб, на которого я не могу толком посмотреть текстурку. Я вчера пытался, типа, его разглядеть.
Мне казалось, что он должен выглядеть прикольно. Но тут как бы нельзя такими вещами увлекаться. Так, нужно подойти к краю барьера. Слушай. Давай так, ну мы же с тобой все поняли, да, по этой карте. Все очевидно. Еще 4 минуты. Нам остается просто фармить. Не получилось отставить план. Я просто хотел посмотреть, что будет, если я зайду туда внутрь. А она взяла и исчезла. Она поняла, что она тут не как устрашающий фактор работает, а как что-то новое и интересное. И да, сейчас она будет участвовать в эксперименте. Что за смерти нынче пошли? Не хотят участвовать в экспериментах. Негодяйки. Вот это вот был босс, вот тут понятно. Просто нельзя, мне кажется, выпускать босса с одинаковыми мобами, может быть. Может, я из-за этого их не замечал, потому что это был, ну, типа, такой же моб, просто больше. И, ну, в таком обилии мобов, во-первых, да, вот когда их идет такая толпа, а потом ты к ним подходишь, и они превращаются просто в циферки, да, во-первых. Во-вторых, тут миллион проджектайлов, вот эти полосочки и линии от рунтрейсеров, типа молнии повсюду бьют, вот это вот, еще не с таким эффектом вот этим бьют. Плюс книжки летают, что-то тележки. Ты просто не замечаешь. Ну, вот в таком месте, вот если сейчас пришел бы босс, такой же красный великан, я бы его реально хрен заметил. Типа, там непонятно, отличается ли он вообще от них, просто по одной вообще простейшей причине. Так лично. Ага. Вот она, ты падла. По одной вообще простейшей причине у тебя слишком много всякого дерьма на экране. Это была не она? Подожди, или она исчезла? Не понял. Выглядела же как босс. Ну, типа, вчера вот такая же подлюка. Подожди, ну вот, нет, все, легко стираются. Значит, что был босс? Значит, это был либо баг, либо фича. И сундук просто не выдали, закончился, так сказать. Вот, потому что вчера точно такая же штука дропнула из себя сундук своей прямой кишки. Они мне напоминают, я сейчас только понял, этих летучих мышей из там, первых глав. Проблема лишь в чем? В том, что летучих мышей реально было, блин, отличить друг от друга. Вот она. Ля. Летучих мышей реально было, блин, отличить друг от друга по одной простой причине. Они, блин, ну, как бы были выделены. А это никак даже не обвели. И вместе с ней все это время, даже если шли не ей подобные штуки, то типа, посмотри, вот реально в этой вакханалии я думал, что стоит она, и вот там вот всюду мантикорки маленькие. Какие-то невыразительные боссы. По ощущениям, либо первые боссы были просто-напросто выразительнее, либо я зажравшаяся свинья. Конечно, второе актуально, но в первое я тоже верю. Любопытно. Ну, в любом случае, если он начал рисовать, да, такие крутые уровни, мне прям нравится. Прям вот с предыдущими уровнями прям вообще небо и земля. Такое ощущение, что не знаю, типа, вот тут уже все, там современные какие-нибудь Sega Mega Drive, а то типа был Game Boy, даже не Color. Он, конечно, Color, но тот был даже не Color. Вот, и как бы, ну, типа такое. Лё-лё-лё, душат змеюки. Змеюки душат. Хотите смертушки моей? Вот хрен вам.
30 секунд до прихода смерти. Синяя смерть появилась всего один раз, кстати. И мне теперь интересно, что будет, если туда залезть. Возможно, я за кадром туда влезу, а потом вот так вот возьму, заскриншот, что это дело, и выложу в сообщество ВК, ты на это дело посмотришь и убедишься в том, что, ну, как бы у меня какие-то беды с башкой, если я иду туда. Но, а вдруг там что-то прикольное будет? Типа, я тут из вампирих гробов достаю себе новых женщин играбельных. Это что такое было? У меня такое ощущение, что я... О! А, блин. У меня тирамису нету, да? Ну, это, короче, чтобы наверняка, чтобы ты вообще этим, типа, не пытался выживать, сука. Никак. Но в футуре нет будущего. Типа, роботизировался молодой, получается, нанес у нас 3,8 миллионов. За, кстати, за, типа, всего-то 16 минут, между прочим. Наибольший урон в секунду, ну, естественно, у склянки. Ладно, друг мой, вот мы с тобой, собственно, и посмотрели деда, мы посмотрели эволюционировавший наш этот самый, да, рунтрейсер, мы посмотрели с тобой новую карту, мы, к сожалению, не... У нас с тобой, подожди, у нас с тобой еще одна теория не проверена. Сколько дает? 30%. Значит, 6 уровень не дает ни хера. А на этом, значит, мы с тобой на сегодня заканчиваем. Ты можешь там пока что пойти, поставить лайк, написать комментарий, подписаться, если не подписан. Конечно же, спуститься в описание. Там много ссылочек, на них тоже подпишись. Вот, с тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.